Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. У нас есть узорчики с такими ниточками. Ну и с новым узорчиком. Сразу хочу вам акцентировать внимание ваше на то, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Узорчики универсальные, не только такую, которую показываю я. Самое главное, правильно подобрать крючок. Ну, а я рассказываю о пряже, с которой буду сегодня работать. Итак, у меня сегодня Нака Мохер Деликат. Смотрим дальше, что это за пряжа. Это пряжа, в составе которой 5% мохер, 10% шерсть и 85% премиальный акрил. Дальше идем. Получается, цвет, кому если интересен, на камеру передается, какой он есть, нежно-сиреневый. Это 1036, да, или 1036. Идем дальше. В мотке в 100 граммах находится 500 метров, и нам здесь крючок предлагают брать, смотрите, четверочку, видите? Но дело в том, что вязала данную уже пряжу и вязала ее троечкой, поэтому я остановлюсь на троечке. А вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию, которую вам предлагает производитель, и подбираете крючок. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 4 петельки. Давайте я наберу, например, 8 раппортов, это получается 32 воздушные петельки, и одну воздушную петельку, чтобы узорчик ровно закончился. Итого получается, я набираю 33 воздушные петельки, но вы набирайте сколько вам будет удобно. Все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, особенно новичкам. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2, столбик с накидом. Накид в следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. И так далее мы проходим по всей цепочке нашей. В каждую петельку заглядываем и провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали воздушных петель. То есть в моем случае 33 петельки я набрала, значит должно получиться 33 столбика с накидом. Не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые вы делали, это тоже имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся и продолжаем вязать наш образец. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики все ровненько, аккуратненько. Приступаем к нашему узорчику. Для начала мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь одна воздушная петелька будет по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Дальше накид. Сюда же вернулись в этот же столбик и провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше накид. Пропускаем, получается, 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик провязываем рогаточку, состоящую столбик с накидом, 2 воздушные петельки. И вернулись сюда же и провязали столбик с накидом. Вот, называется рогаточка. Видите? Угу. Дальше, смотрите, опять делаем накид, пропускаем точно так же 3 столбика. Так, и в 4-й столбик нырнули, провязали точно такую же рогаточку. Столбик с накидом раз, 2 воздушные петельки. И вернулись опять же сюда же и провязали столбик с накидом 2. Понятно? Вот, рогаточки идут. Тут в самом начале у нас получается пол рогаточки, поэтому мы сделали одну воздушную петельку. А дальше весь ряд повторения. 3 столбика пропустили, в 4-й столбик провязали столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять сюда же столбик с накидом. Понятно, да?
И весь ряд у вас рогаточками вот такими идет. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки. Все ровненько, все аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же, как и начинали. Получается, мы пропускаем 3 столбика, и вот у нас 3 петельки подъема. Мы нырнули в третью петельку столбиком с накидом. И здесь у нас будет не полная рогаточка, а половинка, да? Поэтому делаем одну воздушную петельку, накид, и сюда же опять вернулись и провязали столбик с накидом. Вот так у нас заканчивается ряд. Далее, смотрите, воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика нырнули и провязали столбик без накида. А теперь внимательно смотрите, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Возвращаемся опять сюда же к самому первому столбику, ныряем в него, вытягиваем, получается, ниточку, вот так вот до высоты 3 петелек наших. Держим на крючке. 1. Сюда же опять нырнули, вытянули ниточку. 2. Накид. Нырнули, вытянули ниточку. 3. Теперь все вместе провязали, зафиксировали. Вот такой вот пышный столбик и вот такое как бы обрамление. Воздушная петелька. Теперь смотрите внимательно. Перепрыгиваем вот в рогаточку, в нашу арочку, и в нее провязываем столбик без накида. Присоединились. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Повторяем все то же самое. Накид. Ныряем, получается, сюда же. Нам необходимо нырнуть вот в основание нашего столбика, ну, чтобы зафиксировать, чтобы у нас не болтался наш пышный столбик по всей рогатке. Поэтому ныряем в основание столбика, вытягиваем ниточку и вот так вот до высоты 3 петелек. 1. Сюда же. 2. Накид. Сюда же. 3. И теперь все петельки вместе провязали, обязательно зафиксировали. Угу. И опять точно так же воздушная петелька и перепрыгиваем в следующую рогаточку. И в арочку провязали столбик без накида. Видите? Вот такие вот пышные столбики получаются. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Помним, да, что ныряем непосредственно в столбик, чтобы наш пышный столбик не разбрелся. Подтягиваем ниточку. 1. Накид. Сейчас сфокусируется. Накид. Сюда же в столбик ныряем, подтягиваем ниточку. 2. Накид. И сюда же ныряем, подтягиваем ниточку. 3. Теперь все вместе. Провязали, зафиксировали, воздушная петелька, переключились в следующую рогаточку. Понятно? То есть не сложно? Не сложно. И вот так вот вы по рогаточкам прыгаете пышными столбиками. Договорились? Давайте. До конца ряда самостоятельно, несложно, вы справитесь. И в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши пышные столбики. Вот такие бусиночки получились. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали последний наш пышный столбик. И помните, да, у нас здесь была одна воздушная петелька. То есть у нас было пол рогаточки. Наша с вами задача одну воздушную петельку пропустить. И в третью петельку подъема мы ныряем. Так, и провязываем наш столбик без накида. Все, ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Накид. Ныряем опять в этот же столбик без накида предыдущего ряда и провязываем вот такую вот, назовем ее рогаточку. Так. Далее смотрите, накид. Вот у нас между пышными столбиками, помните, был столбик без накида. Вот мы в столбик без накида ныряем, провязываем столбик с накидом. Опять делаем 2 воздушные петельки. И провязываем сюда же, возвращаемся, провязываем столбик с накидом. У нас получается вот опять рогаточка. Поняли? То есть наша задача с вами повторить точь-в-точь первый ряд. Единственное, что мы будем присоединяться к столбику без накида. Накид сразу же, столбик без накида предыдущего ряда. Провязали столбик с накидом. Формируем рогаточку. 2 воздушные петельки. Возвращаемся сюда же в столбик без накида. Провязываем еще один столбик с накидом. Вот вам еще одна рогаточка. Понятно? И так далее провязывайте до конца ряда. То есть вообще ничего сложного нет. Вот. Самое главное, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же опять вернулись в столбик без накида предыдущего ряда. И провязали столбик с накидом. Угу. Все, давайте до конца ряда
В конце ряда встречаемся, у вас получится. Так, вот наш ряд с рогаточками готов, все ровненько, аккуратненько. И теперь смотрите, как мы заканчиваем наш ряд. После последней рогаточки точно так же делаем столбик с накидом. Вот, помните, у нас здесь был столбик без накида, предыдущий ряд. Провязываем столбик с накидом, и у нас здесь будет не полная рогатка, а половинка. Поэтому мы провязываем только лишь одну воздушную петельку, так? И обратно сюда же в столбик без накида возвращаемся и провязываем столбик с накидом. Все, как мы начали ряд половинка рогатки, так и закончили. Далее воздушная петелька, поворот, и опять сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Теперь наша задача провязать точно такие же шишечки, да, бубочки, которые мы провязывали, но здесь я хочу попробовать сделать пышнее шишечку, потому что чем больше накидов, вы помните, да, я говорила, чем больше петелек, получается пышный столбик выглядит более эффектно. Попробуем. Итак, 3 петельки вначале делаем воздушные, 1, 2, 3, здесь все без изменений. Дальше накид. Вот я, получается, возвращаюсь сюда к этому столбику, вытягиваю ниточку, 1, накид сюда же, вытягиваю ниточку, 2, накид сюда же, вытягиваю ниточку, 3. На этом этапе мы с вами заканчивали, да, и провязывали пышный столбик. Я хочу еще раз сделать 4 и 5. Да, пряжа скушает больше, но хочу, чтобы был узорчик такой эффектный. Итак, все провязываем вместе, зафиксируем. Вот наш пышный столбик, воздушная петелька по узорчику, и дальше перепрыгиваем к следующей рогаточке. В рогаточку нырнули, провязали столбик без накида. Даже если сейчас посмотреть на самый первый столбик, да, пышный, вот наш был пышный столбик предыдущего ряда, жиденький, и вот вроде как бы такой более пухленький. Но идем дальше. Опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, накид. Возвращаемся вот к нашему столбику, который мы только что провязали, столбик без накида, ныряем в него, потянули ниточку, 1, накид, сюда же, 2, накид, сюда же, 3, накид, сюда же, 4, накид, сюда же, 5. Вы, конечно, при желании захотите, можете делать и 6, и 7, и 8, и 10, да? Провязали все вместе, зафиксировали воздушная петелька и ныряем в следующую рогаточку. Вот. Я буду теперь вязать более пышными, да, пышными столбиками, такими более красивенькими. Вы можете либо 3 также делать петельки накида, либо можете делать 5. Давайте до конца ряда провяжем, посмотрим, что получится. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала ряд более пышными столбиками, да, видите, разница какая? Вот. Присоединяемся мы опять точно так же к 3 петелькам подъема столбиком без накида и опять повторяем самый первый ряд. 3 петельки подъема, так, поворот, 1 воздушная петелька по узорчику и опять сюда же шагаем и провязываем как бы пол рогаточки нашей, да. Дальше опять столбик с накидом делаем столбик без накида предыдущего ряда, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. Понятно, да? То есть все, наш узорчик состоит всего лишь из 2 рядов. Один ряд вы делаете рогатки, второй ряд вы возвращаетесь пышными столбиками. Один ряд рогатки, второй ряд пышные столбики. Один ряд рогатки, второй ряд пышные столбики. Ничего сложного. Давайте увеличим наш образец для тех, кто умеет читать по схемке. Я сюда схемку прилагаю. Обратите внимание, что в схемке получается пышные столбики состоят из 3 петелек. Да? Я сделаю из 5. Вот. А все остальное, пожалуйста, читайте по схемке, следите, смотрите. Новички, кто не умеет читать по схемкам, когда вы свяжете образец, то вы поймете, где находится столбик без накида, где столбик с накидом, где пышный столбик, где воздушные петельки. Так что смотрите, схемка простая, узорчик простой, учитесь. Ну что, встречаемся через несколько рядочков? Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такие шишечки-бубочки в итоге получаются. Все они располагаются друг за дружечкой. Да, у меня был узорчик, когда располагались в шахматном порядке. Вот, друг за дружкой стоят. Не могу определиться, где сторона лицевая, где изнаночная. Потом и там шишечки-бубочки. Так что будете определяться сами, да, где вам сторона больше понравится, та у вас будет лицевая. В моем случае узорчик тянется вот так и вот так. Видите? Получается, вам необходимо будет провязать ваш образец вашими ниточками, посмотреть, как он у вас тянется, как он у вас лежит, какие он у вас имеет размерчики. Давайте замерим мой образец. Получается, я набирала сегодня
33 воздушные петельки. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, как у меня, то это получается, ну, 14,3-14,4 сантиметра, так? А тут получается, если мы посчитаем по каждая шишечка, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и первый наборный 13, то в итоге получается у нас, ну вот, 12 сантиметров. Да? 13 рядочков, 12 сантиметров. И помните, да, что первый рядочек я набрала, у меня, получается, шишечки мои были бубочки из 3 петелек, 3 накидов, а дальше пошли уже по 5. Чуть-чуть побольше, но мне кажется, более поэффектнее. Выбирайте сами, как хотите, как вам удобнее, сколько пряжи у вас есть, куда можно применить данный узорчик. Но первое, то, что в голову приходит, это, естественно, кофточки, кардиганчики. Да, дырявчатые, но что делать? Вот, ну, как бы для декора в копилочку ваших узорчиков. Может быть, у вас будет кофточка плотненькая, а это будет кармашек. А может быть, у вас будут только рукавчики такие. То есть, смотрите, можно комбинировать с другими узорчиками. То есть, вы большие дизайнеры, большие молодцы. Вот такая сегодня красота. Как вам видео сегодняшнее? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будет приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраните себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.